Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке я вам покажу, как вязать вот такие милые маленькие квадратики и как их соединять между собой, чтобы у вас получился, ну вот, допустим, такой элемент, такая подставочка. Либо из этих милых квадратиков можно связать плед, наволочку на подушку, либо даже одежду. То есть мы просто вот эти квадратики соединяем между собой. Я свяжу 4 квадратика и покажу, как они соединяются между собой. А вы уже, здесь работает ваша фантазия. Вы можете их соединять вот таким вот образом от угла. Либо же, например, вот вы связали 4, далее вы вот так вот вокруг вяжете другой цвет, потом вокруг новый цвет. То есть здесь ваша фантазия, ваше желание. В принципе, так можно вывязать все остатки пряжи, сделать вообще такой разноцветный плед, допустим. Итак, приступаем. В работе я буду использовать, у меня это остатки, шнур Карамель Бэби 2 миллиметра. Заказать такой шнур можно по моему промокоду со скидкой 10%. Все реквизиты оставляю в описании под данным роликом. И вязать будем крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, изначально делаем колечко амигуруми. Я делаю вот так вокруг двух пальчиков, вводим крючок, захватываем эту вторую ниточку и провязываем первую петельку. Рядышком провязываем еще одну петельку и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее делаем накид и в кольцо делаем 1 вытянутая петля с накидом, 2 вытянутая петля с накидом, 3 и 4. Вот таким вот образом все провязали, именно вытянутые 2 петли на крючке, провязываем их вместе. Далее делаем 1, 2, 3 воздушные петли и вот в это колечко закрепили их столбиком без накида. Снова 1, 2, 3 воздушные петли и закрепили наш лепесток в кольцо. Вот наш квадратик состоит из 4 таких лепесточков. Вяжем второй. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 4 вытянутые петли с накидом. Провязали их вместе. Потом вот так вот. 3 воздушные петли. Закрепили столбиком без накида вершину. Снова 3 воздушные петли. Закрепили в кольцо. Вот наш этот цветочек, он состоит из 4 таких, квадратик наш, да, он состоит из 4 таких лепесточков, поэтому 2 других провязывайте вместе, я покажу, как закрыть этот квадратик. Итак, когда вы провязываете последний 4-й лепесток, довязываем 3 воздушные петли и столбик без накида в кольцо. Все, нашу ниточку можно обрезать. У меня это шнур. Обрезали, вытянули. Так, и стягиваем наше кольцо амигуруми стягиваем, вообще полностью стягиваем, чтобы у нас внутри не было никаких отверстий. Я фиксирую так, смотрите, вот у меня где наша обрезанная ниточка, я захожу с изнаночной стороны и как бы делаю последнюю такую же петельку, она получается как между всеми лепесточками. То есть мы просто формируем последнюю искусственную петлю. Вытянули на изнаночную сторону и потом заходим с изнанки. Ну, то есть как бы делаем такую же петельку. Вот, смотрите, получается точно такая же петелька, как и везде между всеми лепесточками. И так как у меня это шнур, меня здесь все стянуло, я просто завязываю вот такой невидимый узелок. Обрезаю мои хвостики, да, и пользуемся потом зажигалочкой.
Все. Вот у меня мой цветочек готов. Он связан из шнура, да, то есть если же ваш цветочек из ниточки, то вы просто с тыльной стороны можете эти ниточки спрятать вот под эти пухляши, чтобы вот протянули под все пухляши, и все. У меня шнур, я просто зажигалочкой воспользовалась. Далее я вам просто покажу, как соединить 4 таких квадратика в один мотив, да. Далее мы вяжем уже второй квадратик. Сразу же в процессе вязания будем соединять. Делаем колечко, провязываем первую петельку, сюда еще одну петельку, 3 воздушные петли и делаем 1, 2, 3, 4. Опять же, если вы вяжете из ниточки, вы можете делать вот этот пухляшек из 5 вытянутых петелек, из 6. То есть посмотрите, как вам больше будет нравиться. Далее мы провязываем 2 воздушные петли, вытягиваем. То есть мы сейчас сразу при вязании будем соединять наши элементы. Берем наш первый элемент, да, вот в вершину, заводим крючок, вытягиваем нашу петельку, провязали еще один раз, все, фиксируем вершину. Далее 1, 2, 3, в кольцо столбик без накида, вяжем второй элемент, 1, 2, 3 воздушные петли, 4 вытянутые петли с накидом, 2, 3, 4, 2 воздушные петли вытянули и за следующую вершину. То есть я вам покажу, как они между собой сразу при вязании, то есть их не надо соединять иголочкой, вы сразу при вязании соединяете эти элементы. Провязали, закрепили вершину, 3 воздушные петли и в кольцо. Все, остальные 2 элемента нашего квадратика мы просто провязываем, никуда не цепляя, и закрываем так, как я вам показала, когда вязала вот этот вот квадратик. Так, вот довязываем мы 4-й наш лепесточек. Мы опять же в кольцо его закрепили. Еще раз вам покажу. Обрезаем наш шнур, вытягиваем, стягиваем наше колечко. Делаем последнюю петельку. Я делаю так, в принципе, вы можете, может у вас другие правила, но я показываю так, как делаю я, именно при вязании из шнура. Да, и, ой, видите, он еще и распускается, поэтому его обязательно надо зажигалочкой. Все, здесь связываем хвостики и используем зажигалку. Сейчас покажу, как будем вязать 3-й элемент и соединять их. Итак, 2 элемента у нас готово. Мы вяжем 3-й элемент. Просто мы сейчас все соединим в квадратик. Первая петелька, вторая петелька в кольцо, 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4 вытянутые петельки с накидом. 1, 2, 3, 4. Снова все, верхушку 2 воздушные петли провязали и берем наши 2 соединенных элемента. Вставляем я в зеленый, чтобы вам наглядно было видно. Провязали и делаем вершину, столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушные петли и в кольцо. Один элемент готов. Далее снова 1, 2, 3 воздушные петли в кольцо, 4 вытянутых с накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли в вершину и вот сюда вот в зелененькую вершину идем. Провязали, закрепили вершину. 1, 2,
3. Остальные 2 лепесточка провязывайте самостоятельно. Они ни с кем и никуда не крепятся. Вы уже знаете, как их вязать. Так, 3 элемента у нас уже соединены. Остается у нас последний элемент. Опять же вяжем, как обычно. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 1, 2. И снова присоединяем к нашим 3. Смотрите, начинаем вот с этого уголочка. Вытягиваем сюда петельку. Провязали и делаем вершину. Так, далее 1, 2, 3 воздушные петли у нас в кольцо. Формируем второй элемент. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Так, вершинка пока из 2 воздушных петель. И вот сюда в светлый элемент, потому что когда мы соединяли вот эту вот вторую деталь, да, мы ее присоединяли к зелененькой вершинке, то есть вот на уровне ее. Сейчас же у нас заполняется 4-й элемент здесь, да, вот сюда мы эту вершинку провязали, ее зафиксировали, саму вершину, и далее 1, 2, 3 и в кольцо. 1, 2, 3. Здесь 3-й элемент мы тоже соединяем, поэтому я показываю как. 3, 4. 1, 2. Все, у нас осталось вот здесь закрепить. Провязали, закрепили вершину. Уже до конца довяжу с вами. 1, 2, 3 воздушные петли, кольцо, и вяжем последний элемент, который мы нигде ни с кем не соединяем. Он у нас сам по себе. Так, немножко стяну, чтобы хвостик не мешал. 1, 2, 3. Закрепили вершинку. 1, 2, 3 воздушные петли в кольцо. Обрезали. Обрезали. Стянули наше кольцо. Хорошо стянули. Все, сделали последнюю петельку. Заводя крючок с изнанки. Сделали узелок. Опять же говорю, если это у вас ниточка, вы просто, ну, в принципе, можно и со шнуром так, вот эти хвостики вот сюда повытягивать и уже обрезать там. Но шнур, его все равно надо немножечко именно поработать с зажигалкой, чтобы не распускалась ниточка. Вот так вот. Итак, смотрите, какой у нас получился красивый элемент. Когда мы вяжем именно из разных цветов, очень красиво вот это вот именно соединение между собой. Остальные все элементы вы соединяете точно таким же образом. То есть, начиная сразу с первого уголочка, идем сюда соединять, в зеленый. Все, первый элемент готов. Начинаем второй элемент. Опять же, с этого уголочка. Потом вот сюда в светлый уголочек. И вот так вот вокруг. То есть вы можете делать именно цветовую форму как угодно. Вот очень красиво даже вот такое вот сплетение. То есть здесь опять же чередовать именно какими-то другими цветами. Здесь уже
как на что сработает ваша фантазия. Если вам полезен был мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот таких вот красивых элементов, квадратиков, которые потом можно соединить в большое полотно, будь то плед, наволочка, либо вообще одежда, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!